я занимаюсь изучением звукового общения касаток. Для этого я выхожу на лодке в море и записываю звуки на гидрофон. Это такой подводный микрофон. Записав звуки в море, я возвращаюсь в лабораторию и открываю эти записи в специальной программе на компьютере. Она позволяет подробно увидеть структуру звука. Здесь по вертикали частота звука, по горизонтали время, а зачернение показывает интенсивность звука. Чем громче, тем темнее. Например, нисходящий звук будет выглядеть так, а восходящий вот так. Большинство звуков имеет гармоники. Это частотные полосы, кратные основной частоте. Самая нижняя полоса – это, собственно, основная частота, которую мы слышим как частоту звука. Первая гармоника в 2 раза выше, чем основная частота. Если говорить музыкальными терминами, она на октаву выше. Вторая гармоника будет в 3 раза выше и так далее. Это происходит потому, что издающие звук структуры колеблются не только по всей длине, но и всеми частями, то есть половинками, третьими и так далее. Звуки касаток очень разнообразны. Они могут издавать отдельные щелчки и серии щелчков, которые используются для эхолокации, то есть чтобы с помощью эха от щелчков определять расстояние до объекта и его свойства. Если щелчки в серии следуют друг за другом очень быстро, они постепенно сливаются в единый звук. Так получаются коммуникативные крики касаток. Разные семьи касаток могут издавать разные звуки. Это происходит потому, что репертуар звуков у них не запрограммирован генетически, как, например, у кошек и собак, а выучивается в детстве, как у людей. И так же, как у людей, диалекты со временем постепенно меняются, поэтому у близкородственных семей они более похожи, чем у неродственных. Например, так звучит диалект семьи Молоко. А так диалект родственный им семьи Дыркин. А вот этот диалект более далекий от них семьи Хуки. Слышно, что звуки семьи Хуки отличаются сильнее, чем звуки Молока и Дыркина. Тем не менее, у этих 3 семей есть общие типы звуков, поэтому они относятся к одному акустическому клану. А вот звуки другого клана, они звучат совсем по-другому. Сравнивая диалекты разных семей, мы можем определить их родство, а это важно для понимания процессов, происходящих в популяции.